маршрут это стоит, все. Это салон. Точно, такие круглые, которые стоят. Бывают. Зачем они куда-то А это упаковывается в пленку. Ну как консервируется? А? Консервируется таким образом. Она защищена от снега, от воды, от всего. Она там не загниет. Что? Она там не загниет. Это был вопрос. Нет, я что-то... Неизвестный абонент. Просим Карпиков. Dobrý den, u telefonu Michela Krygerová, Raiffeisen Bank. Hovořím právě s panem Konstantinem Karpikovem. Ano. Ještě jednou dobrý den. Já vám volám ohledně aktuální informací z banky a zmíním, že hovor je z důvodu zkvalitňování našich služeb nahrávaný. Aby teda byla konkrétní, poprosím o 2 libovolná čísla za lomítkem vašeho rodného čísla. A vy nevíte, komu voláte? Je to kvůli bezpečnosti, aby jsme ověřili, že jste majitel toho účtu. Ale já to nepotřebuju. Tak pojďte si mě vyslechnout, za to nic nedáte, co vy na to? No já vím, ale je teď řídím a musím jmenovat řízení. Dobře, rozumím. Tak zmíním, že veškeré informace naleznete i ve svém internetovém bankovnictví. Ano, to vím. Děkuji vám. Zítra hezký den, nashledanou. Nashledanou. Я вот эту работу, я понимаю, что вот на такого дебила, ну это ее работа как бы, но на такого дебила вот нарвется, и вот это они должны туда вот обзванивать, об это. Ну, это же продукты банки, вот они их продают, поэтому Ну да, что они это как за это ее работа. Да, насколько надо быть вот это вот терпеливым, все, чтобы с такими идиотами, как я, разговаривать. Вы не знаете, кому звоните, вы еще хотите проверить. Так а ты же мне лично все равно ничего не скажешь, ты мне просто предложишь то, что банк предлагает. Так нахера вот этот циркуль? Из каких-то Да, то, беспечных... что предлагает банк, если ты согласишься с этим, они тебе это наставят только телефонически, Ну, потому что понятно, это да. возможно. Да. И потом зашлют вам информацию, а так как ты Джой, согласишься, ты не хочешь пойти работать в банк? так как ты согласишься, там уделают гачек и получишь за то деньги. Это же вопрос, если ты прочитаешь или не прочитаешь. И так она тебе Ну, расскажет да. всё. Так же ты туда не полезешь читать, что Да, это. Ты туда пойдешь только постоянно. тогда, когда тебе надо. нужно. Да. А не читать всю рекламу, информацию. Сколько раз, вот как я после того, как вот я пользуюсь их банком, сколько раз всего я что-то менял. Да нисколько. Может там, когда вот мне надо, так на побочку зайдешь, когда что-то там не сообразишь, сам не допетываешь. Ну, опять же, когда тебе нужно. Да. А так же ж 300 лет. Ну, а может быть, ты не задумывался о том, что тебе, может быть, это выгодно. Они тебе скажут. Нам говорят даже спасибо. А? Даже спасибо нам говорят, что 30 километров едем. Красивая деревушка такая. Там же твоя подружка, которая про куртку говорила. Вот. Ну, а я ей послал фактуру.
На что? за телефоны. Ага. Костя, я не знала, что такое зло. Подожди. Самое интересное еще впереди. Я что-то так подозревала. Ладно, пишу. По курсу сама посчитаешь? Или тебе Или написать? побольше? Туда-сюда. А вот эти злопыхатели, которые там поддерживают, ну, бывает, когда иногда, да? Ну так ты не с ней лично. Я только с ней все. Я на Не, ну основном... не с ней лично, как бы не в личных сообщениях, а там где-то в каком-то обсуждении. Да, мы в чате, но я только с ней. Мгм. А они ж, ну как пропустить, да? Как? Надо ж, а я на них же ж не реагирую. Могу как-то косвенно обозначить, отвечая ей, что твои там шестерки такие-то. Ну ладно. Кость там одна не выдержала. А я написал, я за 2 телефона или за два, заплатил твоими 10 куртками. Мгм. Нет, за 2. Вот. А одна такая, это ж там барон нам пишет. Ты что, на социалке получил одежду и пошел платить куртки, я тебе говорю, я же отвечаю уже это. Если твоя, говорю, шестерка такая тупая, что не понимаешь, что имелось в виду в эквиваленте денежном, сумма курток и это, какие равнозначные. А мы тут все ходим с телефоном туда-сюда, и там же есть еще один, я его называю пидоренок. Как? Пидоренок. Ха. Потому что у него сын там что-то про голубых говорил, а я что-то цепился и пошел. Понял, все. Это тот, что лондонский какой-то там итальянского архитектора, дом в Лондоне, Да-да-да. дворец. Ага. Ага. Показывал. Только что там сейчас написал. У нас уже давно первоклассники выходят с 16-м айфоном. А ты только его увидел. Что можешь прокомментировать? Не знает человек, понимаешь? Ой, блин. Ну я ж подожди, это же этим не закончится. Значит, мы теперь начнем обсуждать, это как это ваши первоклассники поддерживают страну НАТО, которая посылает оружие Украине, чтобы противостоять вам. А это действительно патриотизм или нет? Ну, все за их ловить. Ну, понимаешь, не выкручиваются. Мы-то говорим, что мне, я-то говорю правду. А поэтому я ничего не запоминаю, и как это, не надо. А они пытаются выкручиваться. И там отлистаешь 20 сообщений назад, и все. Сейчас вот это же пошла, вчера или позавчера была ассамблея ООН, которые опять же все подтвердили, что будут поддерживать Украину. Там это и морально, материально, и там и инфраструктуру восстанавливать, инвестиции, все. Плюс зашли, они не говорят, какие, но некоторые производители вооружения уже зашли в Украину и производят там вооружение в Украине. Некоторые фирмы не боятся и говорят, а некоторые боятся, потому что на представителя в Германии же было это, как его, представитель одной фирмы, было покушение спецслужбами России. Поэтому они не афишируют. И правильно, я считаю, правильно, не надо знать, что там делают. Да. Вот. И там было сказано, что со всех замороженных средств, так они станутся россияне замороженных средств,